Стоп. Не перематывай. Потому что прямо сейчас ты нарушаешь один из главных законов Вселенной. Ты движешься быстрее скорости света. Не теория, не гипотеза. Факт. Каждая клетка твоего тела уже удаляется от далеких галактик со скоростью, которую физика запрещает. И ты даже не чувствуешь этого. Тебе говорили, ничто не может двигаться быстрее света. Это предел. 300 тысяч километров в секунду. И все. Дальше нельзя. Но есть одна проблема. Вселенная никогда не обещала играть по этим правилам. Она расширяется. И делает это так, что расстояния между объектами растут быстрее, чем свет успевает их пройти. Это уже происходит. Прямо сейчас. Пока ты смотришь это видео, часть галактик навсегда исчезает из доступной нам реальности. Без взрыва. Без звука. Без предупреждения. Просто исчезают. И мы ничего не можем с этим сделать. Мы даже не можем туда больше отправить сигнал. Никогда. И самое тревожное, мы не понимаем, что именно это вызывает. Мы видим эффект. Мы считаем числа, мы строим модели, но причина остается неизвестной. И если это не остановится, Вселенная не просто станет больше, она станет пустой, потом холодной, а потом начнет разрывать саму себя. И в какой-то момент граница этого разрыва перестанет быть далекой. Она окажется здесь. Мы привыкли думать, что скорость света – это абсолютный предел. 300 тысяч километров в секунду. Ничто не может двигаться быстрее. Это один из столпов современной физики, фундамент, на котором построена вся наша картина реальности. Эйнштейн доказал это более 100 лет назад, и с тех пор ни один эксперимент не опроверг этот закон. И все же Вселенная расширяется быстрее света, прямо перед нашими глазами. Каждую секунду, каждое мгновение. В этом путешествии мы разберем 3 загадки, которые не дают покоя лучшим умам планеты. Первое. Как именно пространство может расширяться быстрее света, не нарушая теорию относительности? Вторая. Что такое темная энергия? И почему она составляет почти 70% всего, что существует, при том, что мы понятия не имеем, что это вообще такое? И третье. Что произойдет с нашей Вселенной, когда это расширение достигнет своего логического, пугающего конца? Ты узнаешь вещи, которые заставят тебя по-другому посмотреть на темное небо за окном. Возможно, после этого тебе будет сложнее уснуть. Но, возможно, именно в этой бессоннице ты почувствуешь нечто важное, свое настоящее место во Вселенной. Если тебя завораживают тайны космоса, подпишись на канал. Этот путь мы пройдем вместе. И он начинается прямо сейчас. Давай для начала разберемся с тем, что большинство людей считают правдой о расширении Вселенной. Спроси любого образованного человека, и он скажет тебе примерно следующее. Был большой взрыв. 14 миллиардов лет назад. Вся материя, вся энергия, все пространство было сжато в одну невообразимо маленькую, невообразимо горячую точку. Потом произошел взрыв, и с тех пор Вселенная расширяется. Галактики разлетаются друг от друга, как осколки гранаты. Чем дальше галактика, тем быстрее она от нас удаляется. Это открыл Эдвин Хаббл в 1929 году. И с тех пор это считается одним из фундаментальных фактов космологии. Звучит логично, правда? Простая, понятная картина. Взрыв, разлет, инерция. Как будто кто-то бросил горсть камней в воду, и круги расходятся от центра. Красиво, элегантно и совершенно неправильно. Вот первая проблема. Большой взрыв не был взрывом. Это название – одна из самых вводящих в заблуждение метафор в истории науки. Когда мы слышим слово «взрыв», мы представляем себе нечто, что происходит в пространстве. Бомба взрывается в комнате, звезда взрывается в космосе. Но большой взрыв не произошел в пространстве. Он произошел с пространством. Это само пространство начало расширяться. Не было никакого снаружи, куда разлеталась материя. Не было никакого центра взрыва, не было до и после в привычном смысле, потому что время тоже появилось в этот момент. Пространство, время, материя, энергия – все это возникло одновременно, как единое целое. И вот здесь начинается настоящая путаница. Потому что если большой взрыв – это не взрыв в привычном смысле, то и расширение Вселенной – это не разлет в привычном смысле. Галактики не летят сквозь пространство, как пули после выстрела. Нет. Само пространство между ними растягивается. Представь себе это так. Возьми воздушный шарик, нарисуй на нем 2 точки маркером, теперь начни надувать шарик.
точки удаляются друг от друга. Но они не двигаются по поверхности шарика. Они остаются на месте. Это сама поверхность шарика растягивается между ними. Вот что происходит с Вселенной. Галактики не движутся сквозь пространство. Пространство растягивается между ними. И это меняет все. Абсолютно все. Потому что скорость света дает это ограничение для движения сквозь пространство. Ничто не может перемещаться сквозь пространство быстрее 300 тысяч километров в секунду. Но расширение самого пространства – это совсем другая история. Для расширения пространства такого ограничения нет. Пространство может растягиваться как угодно, быстро. И на достаточно больших масштабах оно действительно растягивается быстрее скорости света. Вот конкретные цифры. Наблюдаемая Вселенная имеет радиус примерно 46,5 миллиардов световых лет. Подожди. Если Вселенной 14 миллиардов лет и свет – самое быстрое, что существует, то радиус наблюдаемой Вселенной должен быть 14 миллиардов световых лет, верно? Нет. Он в 3 с лишним раза больше. Как такое возможно? Потому что пока свет от далеких объектов летел к нам, пространство между нами и этими объектами продолжало расширяться. Свет летел к нам со скоростью света, но дорога, по которой он летел, растягивалась у него под ногами. Как если бы ты бежал по беговой дорожке, которая движется в обратном направлении, только еще хуже, потому что дорожка еще и удлиняется. Это значит, что объекты, свет от которых мы видим сегодня, уже давно находятся гораздо дальше, чем 14 миллиардов световых лет от нас. Они удалились на расстояние более 46 миллиардов световых лет. И многие из них удаляются от нас со скоростью, превышающей скорость света. И вот тут обычно люди останавливаются и говорят: подожди. Но ведь Эйнштейн сказал, что ничего быстрее света быть не может. Как же так? Дело в том, что Эйнштейн этого не говорил. Точнее, он говорил это, но не совсем так, как мы привыкли думать. Специальная теория относительности утверждает, что ни один объект, обладающий массой, не может двигаться сквозь пространство со скоростью света или быстрее. Ключевое слово – сквозь пространство. Это ограничение для локального движения. Для движения материи и информации в пространстве. Но расширение самого пространства – это не движение сквозь пространство. Это совсем другой процесс. И общая теория относительности – более полная теория Эйнштейна совершенно спокойно допускает расширение пространства с любой скоростью. Получается, что мы живем в парадоксальной ситуации. Мы видим свет от объектов, которые прямо сейчас удаляются от нас быстрее света. Мы видим их прошлое, свет, который они испустили миллиарды лет назад, когда они были ближе и еще не двигались так быстро. Но их настоящее состояние, их нынешнее положение нам уже недоступно. Мы никогда не увидим, что с ними сейчас. Никогда не получим от них сигнал, никогда не узнаем, что там происходит. Они за горизонтом событий Вселенной, за космологическим горизонтом, и с каждой секундой этот горизонт приближается к нам, потому что расширение ускоряется. Да, ты не ослышался. Расширение ускоряется, и вот здесь мы подходим к тому, что разрушает официальную, удобную картину мира. Потому что если бы большой взрыв был просто взрывом, если бы расширение было просто инерцией от первоначального толчка, то это расширение должно было бы замедляться. Гравитация должна тянуть всю материю назад к себе. Как мяч, брошенный вверх, замедляется и в конце концов падает обратно. Вся материя Вселенной должна притягивать друг друга и тормозить расширение, может быть, даже остановить его и начать сжатие. Это было бы логично, это было бы красиво, это было бы понятно. Но в 1998 году произошло открытие, которое перевернуло всю космологию. Две независимые группы ученых, Сол Перлмутер из проекта «Космология сверхновых» и Брайан Шмидт с Адамом Рисом из команды «Поиск сверхновых на высоких красных смещениях» изучали взрывы сверхновых типа 1А на колоссальных расстояниях. Эти сверхновые – идеальные космические маяки. Они все взрываются примерно одинаково, с примерно одинаковой яркостью, поэтому их можно использовать как стандартные свечи для измерения расстояний. Ученые хотели измерить, насколько быстро замедляется расширение Вселенной. И они обнаружили, что расширение не замедляется. Оно ускоряется. Это был шок. Это было равносильно тому, как если бы ты бросил мяч вверх, и вместо того, чтобы замедлиться и упасть, он начал ускоряться и улетел в космос. Что-то толкает его вверх. Что-то сильнее гравитации.
что-то невидимое, неосязаемое, непонятное. Это что-то назвали темной энергией. И это название одно из самых честных в истории физики, потому что оно прямо говорит: мы не знаем, что это такое. Темная не потому, что она черная или мрачная, а потому что она скрыта от нас. Мы не можем ее увидеть, не можем ее потрогать, не можем ее измерить напрямую. Мы знаем о ней только по ее эффекту, по ускорению расширения Вселенной. И вот здесь история становится по-настоящему жуткой. По современным оценкам, темная энергия составляет примерно 68% всего энергетического содержания Вселенной. 68%. Больше 2/3 всего, что существует. Еще примерно 27%, то уж это темная материя, которую мы тоже не понимаем. И только около 5% это обычная материя. Атомы, звезды, планеты, люди. Все, что мы можем увидеть, потрогать, измерить, это жалкие 5% реальности. 95% Вселенной остаются для нас загадкой. Представь себе это. Ты живешь в доме. Ты знаешь каждый угол этого дома. Каждую стену, каждую дверь, каждое окно. Ты думаешь, что знаешь свой дом. А потом кто-то говорит тебе: то, что ты видишь, вот это 5% дома. Остальные 95% скрыты за стенами, под полом, над потолком. И ты понятия не имеешь, что там находится. Но оно влияет на все. Оно определяет, как стоят стены, как открываются двери, как течет вода в трубах. Ты живешь в доме, который тебе почти полностью неизвестен. Вот так мы живем во Вселенной. И версия, которую нам предлагали десятилетиями, что расширение Вселенной просто инерция после Большого взрыва, что гравитация рано или поздно замедлит все, что мы живем в понятном, предсказуемом космосе, эта версия оказалась наивной, недостаточной, неполной, может быть даже ошибочной в своих основах. Но реальность оказалась гораздо более странной, чем кто-либо мог предположить. Давай вернемся к тому открытию 98-го года и рассмотрим его внимательнее. Перлмуттер, Шмидт и Рис использовали сверхновые типа 1А как космические линейки. Каждая такая сверхновая возникает, когда белый карлик, мертвый остаток звезды размером с Землю, но массой Солнца, накапливает достаточно материи от звезды-компаньона, чтобы превысить так называемый предел Чандрасекара. Это примерно 1,4 массы Солнца. Когда этот предел превышен, карлик не выдерживает собственной тяжести и взрывается в термоядерной вспышке невероятной мощности. На несколько недель одна сверхновая может светить ярче целой галактики. Ярче миллиардов звезд. И поскольку условия взрыва всегда примерно одинаковы, яркость тоже примерно одинакова. Это значит, что если мы знаем истинную яркость и видим, насколько тусклой сверхновая выглядит с Земли, мы можем вычислить расстояние до нее. Простой принцип, тот же, что с фонарем в тумане: чем дальше, тем тусклее. Но ученые обнаружили нечто странное. Далекие сверхновые были тусклее, чем предполагалось. Значительно тусклее. Это означало, что они находятся дальше, чем должны были бы, если бы расширение Вселенной замедлялось. Единственное объяснение – расширение ускорялось. Пространство растягивалось быстрее, чем ожидалось, и сверхновые оказывались дальше, чем показывали расчеты. Сначала обе команды решили, что допустили ошибку. Они перепроверяли данные снова и снова. Учитывали межзвездную пыль, которая могла поглощать свет и делать сверхновые тусклее. Учитывали возможность того, что далекие сверхновые могли быть изначально тусклее из-за различий в химическом составе ранней Вселенной. Учитывали десятки других факторов, но результат оставался тем же. Расширение ускоряется, что-то выталкивает Вселенную наружу с нарастающей силой. В 2011 году Перлмуттер, Шмидт и Рис получили Нобелевскую премию по физике за открытие, которое они сами поначалу считали ошибкой. За открытие, которое показало нам, что мы не понимаем подавляющее большинство того, что происходит во Вселенной. И с тех пор прошло больше 25 лет, и мы до сих пор не приблизились к пониманию того, что такое темная энергия. У нас есть гипотезы. У нас есть математические модели. У нас есть уравнения, которые описывают ее поведение. Но мы не знаем, что она такое. Мы знаем, что она делает, но не знаем, что она есть. Это как если бы ты чувствовал ветер на своем лице. Ты знаешь, что он дует, ты знаешь, откуда и куда. Ты можешь измерить его скорость. Но ты понятия не имеешь, что такое воздух. Ты не знаешь, из чего состоит ветер. Ты только чувствуешь его силу. Вот так мы чувствуем темную энергию. Мы видим ее эффект, но не понимаем ее природу.
Одна из самых популярных гипотез связана с вакуумом, с пустым пространством. Квантовая механика говорит нам, что пустое пространство – это не пустота. Даже в самом глубоком вакууме, где нет ни одного атома, ни одной частицы, постоянно происходят странные вещи. Виртуальные частицы появляются из ничего и исчезают обратно в ничто. Пары частица-античастица вспыхивают на мгновение и аннигилируют друг друга. Это не теория. Это измеренный, доказанный факт. Эффект Казимира, когда две металлические пластины, расположенные очень близко друг к другу в вакууме, притягиваются из-за разницы давления виртуальных частиц, был экспериментально подтвержден. Эти виртуальные частицы создают энергию. Энергию вакуума. И эта энергия вакуума могла бы быть темной энергией, могла бы объяснить ускоренное расширение Вселенной. Есть только одна проблема. Когда физики пытаются рассчитать, сколько энергии должен содержать вакуум, они получают число, которое отличается от наблюдаемого значения темной энергии. И не в 2 раза, не в 10 раз, не в миллион раз. Теоретическое предсказание превышает наблюдаемое значение в 10 в 125 степени раз. Это десятка с сотней 20 нулями. Это самое большое расхождение между теорией и экспериментом за всю историю науки. Его называют катастрофой вакуума или худшим предсказанием в истории физики. Представь себе масштаб этой ошибки. Это как если бы ты спросил кого-то, какое расстояние от Москвы до Петербурга, и он ответил бы «больше, чем от Земли до самого далекого края наблюдаемой Вселенной», умноженное само на себя несколько раз. Это не просто ошибка. Это признак того, что мы что-то фундаментально не понимаем. Что-то в самой основе нашей физики не так. И вот официальная версия, что темная энергия – это просто энергия вакуума, трещит по швам. Она не работает. Числа не сходятся. Разрыв между теорией и реальностью настолько чудовищен, что это скорее указывает на новую физику, на что-то, чего мы еще не открыли, чем на ошибку в расчетах. Но реальность, как мы скоро увидим, гораздо более темная и тревожная, чем любые расчеты. И то, что стоит за ускоренным расширением Вселенной, может оказаться не просто научной загадкой. Это может быть приговором. Приговором всему, что существует. Потому что если расширение продолжит ускоряться, наступит момент, когда Вселенная начнет разрывать сама себя. Сначала галактики исчезнут из поля зрения друг друга, потом распадутся скопления галактик, потом отдельные галактики, потом звездные системы, потом планеты, потом атомы, потом само пространство-время. И все, что когда-либо существовало, все, что когда-либо любило и мечтало, будет разорвано на субатомные частицы и развеяно в бесконечной, холодной, мертвой пустоте. Но мы забегаем вперед. Прежде чем говорить о конце, нужно по-настоящему понять начало. И для этого нам нужно вернуться к самому фундаментальному вопросу. Что именно расширяется и как именно пространство может растягиваться быстрее света. Потому что это не просто любопытный факт из учебника. Это ключ ко всему. Ко всей истории Вселенной. К нашему прошлому, настоящему и будущему. И к тому, что ждет нас в самом конце. Чтобы по-настоящему понять, как пространство расширяется быстрее света, нужно сначала задать себе вопрос, который кажется простым, но на самом деле является одним из самых глубоких в истории человеческой мысли. Что такое пространство? Мы привыкли думать о пространстве как о пустоте, как о сцене, на которой разворачивается действие. Есть сцена, пространство. И есть актеры, материя, энергия, свет. Сцена неподвижна, нейтральна, она просто существует. А актеры двигаются по ней, взаимодействуют друг с другом, создают историю. Эта картина кажется очевидной, она интуитивно понятна. Именно так думал Исаак Ньютон. Он считал пространство абсолютным, фиксированным, неизменным, бесконечной невидимой коробкой, в которой находится все остальное. Но Эйнштейн показал, что эта картина ошибочна. Пространство не сцена, пространство тоже актер. Оно не просто содержит в себе материю и энергию. Оно взаимодействует с ними. Оно изгибается под действием массы. Оно растягивается, оно сжимается. Оно волнуется, как поверхность океана. Пространство – это физический объект. Не вещь в привычном смысле, не что-то, что можно потрогать руками, но нечто реальное, нечто, обладающее свойствами, нечто, что можно измерить и описать математически. Общая теория относительности, опубликованная Эйнштейном в 1915 году, описывает гравитацию не как силу, а как искривление пространства-времени. Земля вращается вокруг Солнца не потому, что Солнце притягивает ее невидимой нитью, а потому,
что масса Солнца искривляет пространство-время вокруг себя, и Земля движется по наиболее прямой возможной траектории в этом искривленном пространстве. Эта траектория называется геодезической. И в искривленном пространстве прямая линия выглядит как кривая. Как если бы ты шел по прямой по поверхности глобуса, со стороны это выглядело бы как дуга. Но самое важное вот что. Если пространство может искривляться, если оно может изгибаться под действием массы и энергии, то оно может и растягиваться. И именно это происходит при расширении Вселенной. Пространство растягивается, не объекты разлетаются сквозь пространство. Само пространство между ними увеличивается в объеме. Каждая точка пространства удаляется от каждой другой точки. Не потому что что-то толкает их, а потому что ткань реальности, сама метрика пространства-времени, увеличивается. И вот здесь начинается самое важное для понимания сверхсветового расширения. Представь себе резиновую ленту. Очень длинную резиновую ленту. На одном конце стоишь ты. На другом конце, скажем, на расстоянии 1 метра, стоит муравей. Теперь представь, что лента равномерно растягивается. Каждый сантиметр ленты растягивается на 10% в секунду. Муравей на расстоянии 1 метра от тебя удаляется на 10 сантиметров в секунду. Не быстро. Но если бы муравей стоял на расстоянии 10 метров, он удалялся бы на 1 метр в секунду. На расстоянии 100 метров – на 10 метров в секунду. На расстоянии 1000 метров – на 100 метров в секунду. Видишь закономерность? Скорость удаления пропорциональна расстоянию. Чем дальше объект, тем быстрее он удаляется. И на достаточно большом расстоянии скорость удаления превысит любую заданную величину, даже скорость света. Это не метафора. Это именно то, что происходит со Вселенной. Закон Хаббла, открытый в 1929 году, описывает именно эту зависимость. Скорость удаления галактики от нас равна произведению расстояния до нее на так называемую постоянную Хаббла. Эта постоянная по современным измерениям составляет примерно 70 км в секунду на мегапарсек. Что это значит в переводе на человеческий язык? Это значит, что на каждый мегапарсек расстояния, а мегапарсек – это примерно 3,26 миллиона световых лет. Галактика удаляется от нас на 70 километров в секунду быстрее. Галактика на расстоянии 1 мегапарсека удаляется со скоростью 70 километров в секунду. На расстоянии 2 мегапарсеков – 140. На расстоянии 10 – 700 и так далее. Теперь давай посчитаем. Скорость света – это примерно 300 тысяч километров в секунду. Делим 300 тысяч на 70. Получаем примерно 4286 мегапарсеков. Это примерно 14 миллиардов световых лет. На этом расстоянии скорость рецессии, скорость удаления за счет расширения пространства, достигает скорости света. А все, что дальше, удаляется от нас быстрее скорости света. И это не маленькая часть Вселенной. Помни, наблюдаемая Вселенная имеет радиус около 46,5 миллиардов световых лет. Значит, огромная часть наблюдаемой Вселенной, все, что дальше примерно 14 миллиардов световых лет, прямо сейчас удаляется от нас быстрее скорости света. Мы видим свет этих объектов, потому что он был испущен давно, когда они были ближе. Но сами объекты уже за барьером, уже недосягаемы, уже потеряны для нас навсегда. И вот что критически важно понять. Это не нарушает теорию относительности. Ни в малейшей степени. Потому что ни один объект не движется сквозь пространство быстрее света. Никакая информация не передается быстрее света. Никакой сигнал не путешествует быстрее света. Это пространство между объектами расширяется, и для расширения пространства нет верхнего предела скорости. Это тонкое, но принципиальное различие. Движение сквозь пространство и расширение самого пространства – это два совершенно разных физических процесса. Первый ограничен скоростью света, второй – нет. Они подчиняются разным правилам. И путаница между ними – источник одного из самых распространенных заблуждений о Вселенной. Но есть еще один аспект расширения, который делает все еще более запутанным и тревожным. Расширение не просто происходит. Оно ускоряется. И это ускорение означает, что постоянная Хаббла, несмотря на свое название, не является постоянной. Она меняется со временем. В далеком прошлом расширение было быстрее. Потом оно замедлилось под действием гравитации. А потом, примерно 5-6 миллиардов лет назад, снова начало ускоряться. И вот этот момент перехода от замедления к ускорению – это один из самых загадочных моментов в истории Вселенной. Потому что он означает, что что-то изменилось.
Баланс сил сместился. В первые миллиарды лет после Большого взрыва гравитация доминировала. Материя была плотнее, ближе друг к другу, и гравитационное притяжение замедляло расширение. Но по мере того, как Вселенная расширялась, материя разряжалась. Плотность падала, и в какой-то момент темная энергия, чтобы она ни была, стала доминирующей силой. Она не разряжается при расширении, ее плотность остается постоянной. Это одно из ее самых странных и пугающих свойств. Подумай об этом. Обычная материя, звезды, газ, пыль, разряжается при расширении пространства. Если ты удвоишь объем, плотность упадет вдвое. Это логично. Та же масса, больший объем. Даже излучение, фотоны разряжается еще быстрее, потому что длина волны фотонов растягивается вместе с пространством, и они теряют энергию. Но темная энергия, ее плотность не меняется. Ты можешь расширить пространство в 10 раз, в 100 раз, в миллион раз. Плотность темной энергии останется той же. Это значит, что чем больше пространства, тем больше темной энергии. Она буквально создается из ничего по мере расширения Вселенной. Каждый новый кубический сантиметр пространства приносит с собой свою порцию темной энергии. И эта новая энергия толкает пространство расширяться еще быстрее, создавая еще больше пространства, которое приносит еще больше темной энергии. Это положительная обратная связь, самоусиливающийся процесс, снежный ком. И он набирает обороты. Но давай вернемся к самому механизму расширения и разберем его еще глубже. Потому что до сих пор мы говорили о расширении в масштабах галактик и скоплений. Но что происходит на меньших масштабах? Расширяется ли пространство внутри нашей Солнечной системы? Внутри нашей галактики, внутри атома? Ответ на первый взгляд удивителен. Нет. Пространство внутри гравитационно связанных систем не расширяется. Солнечная система не расширяется. Земля не удаляется от Солнца из-за расширения Вселенной. Млечный Путь не растет в размерах. Даже наша местная группа галактик, которая включает Млечный Путь, Андромеду и еще несколько десятков карликовых галактик, удерживается вместе гравитацией и не расширяется. Расширение происходит только между объектами, которые не связаны друг с другом гравитационно. Между скоплениями галактик. Между сверхскоплениями. В тех огромных пустотах, которые называются войдами. Но почему? Почему расширение не затрагивает малые масштабы? И вот здесь нужно понять одну важную вещь. Расширение пространства – это не сила в привычном смысле, это тенденция. Общая тенденция метрики пространства-времени к увеличению. Но эта тенденция чрезвычайно слабая на малых масштабах. На расстоянии 1 метра скорость расширения составляет ничтожную долю нанометра в год. Это настолько мало, что любая другая сила – гравитация, электромагнетизм, даже ядерные силы – легко преодолевает его. Как если бы ты пытался растянуть стальной трос, дуя на него. Дуновение есть, сила есть. Но она настолько ничтожна по сравнению с прочностью троса, что практически не имеет эффекта. Однако на масштабах сотен миллионов и миллиардов световых лет, где нет ничего, что могло бы противостоять расширению, где гравитация слишком слаба из-за огромных расстояний, там расширение торжествует. Там оно определяет судьбу всего. И именно здесь вступает в игру еще один фактор, который делает картину совершенно умопомрачительной. Инфляция. Космическая инфляция. Не та инфляция, которая обесценивает деньги, а та, которая за невообразимо малую долю секунды раздула Вселенную из субатомного масштаба до размеров, превышающих наблюдаемую Вселенную сегодня. Согласно теории инфляции, предложенной Аланом Гутом в 1980 году, в самые первые мгновения после Большого взрыва, мы говорим о времени порядка 10 в минус 36 степени секунды после начала. Вселенная пережила период экспоненциального расширения невообразимой скорости. За время примерно от 10 в минус 36 до 10 в минус 32 степени секунды, то есть за промежуток времени настолько малый, что для него нет аналогии, в человеческом опыте пространство расширилось как минимум в 10 в 26 степени раз. Может быть, намного больше. Некоторые модели предполагают расширение в 10 в 50 степени раз и более. Чтобы осознать этот масштаб, представь себе протон. Субатомную частицу, размер которой составляет примерно 10 в минус 15 степени метра. Это 1/1000 триллионной доли метра. Невообразимо мало. Теперь представь, что этот протон за долю секунды расширился до размеров наблюдаемой Вселенной. 93 миллиарда световых лет в диаметре. Вот что произошло при инфляции.
И все это быстрее скорости света. Намного быстрее. Неизмеримо быстрее. Инфляция объясняет несколько загадок, которые иначе были бы необъяснимы. Почему Вселенная выглядит одинаково во всех направлениях? Потому что до инфляции вся наблюдаемая Вселенная была крошечной областью, которая успела прийти в термодинамическое равновесие, а потом была раздута до космических масштабов. Почему пространство плоское, а не искривленное? Потому что инфляция разгладила любую кривизну, как надувание воздушного шарика делает его поверхность все более плоской. Почему мы не видим магнитных монополий, которые предсказывает теория Великого Объединения? Потому что инфляция разбросала их на такие расстояния, что в наблюдаемой Вселенной может не остаться ни одного. Но инфляция также ставит невероятно тревожный вопрос. Если пространство может расширяться с такой скоростью, что остановило инфляцию, и может ли она начаться снова? Согласно стандартной модели, инфляция была вызвана особым квантовым полем, инфлатонным полем, которое находилось в состоянии ложного вакуума. Ложный вакуум – это состояние, которое выглядит как вакуум, как минимум энергии, но на самом деле содержит огромное количество скрытой энергии, как шарик, застрявший на уступе горы. Он кажется стабильным, он на месте, он никуда не движется, но на самом деле он не на дне долины, он на уступе. И если он соскользнет, он покатится вниз и выделит огромное количество энергии. Когда инфлатонное поле соскользнуло из ложного вакуума в истинный вакуум, энергия этого перехода была выброшена в виде материи и излучения, создав все, что мы видим сегодня. Все звезды, все галактики, все планеты, все люди – это побочный продукт фазового перехода квантового поля, которое соскользнуло с горки. Но вот что не дает покоя физикам. Откуда мы знаем, что наш нынешний вакуум истинный? Что, если мы тоже на уступе? Что, если наш вакуум тоже ложный, и в любой момент может произойти еще один фазовый переход, который уничтожит не просто жизнь на Земле, не просто Солнечную систему, не просто нашу галактику, а саму структуру пространства-времени, какой мы ее знаем. Это не научная фантастика. Это реальная возможность, которую обсуждают серьезные физики. Она называется катастрофа распада вакуума, и мы вернемся к ней позже. Но пока запомни эту мысль. Она важна, чрезвычайно важна. А теперь давай поговорим о числах, о конкретных, измеримых, проверенных числах, которые описывают расширение Вселенной. Потому что наука – это не философия, наука – это измерение. И измерение расширения Вселенной привели к одной из самых странных проблем современной космологии. Помнишь постоянную Хаббла? 70 километров в секунду на мегапарсек? Так вот, это не совсем точное число. И проблема в том, что разные методы измерения дают разные значения. И они не сходятся. Первый метод – измерение расстояний до ближайших галактик с помощью цефеид и сверхновых типа 1А. Цефеиды – это пульсирующие звезды, чей период пульсации связан с их абсолютной яркостью. Зная период, можно вычислить яркость. Зная яркость и видимый блеск, можно вычислить расстояние. Используя цефеиды как первую ступень лестницы космических расстояний, а сверхновые как вторую, ученые измеряют постоянную Хаббла. По этому методу она составляет примерно 73 км в секунду на мегапарсек. Второй метод – измерение реликтового излучения. Это излучение, оставшееся от эпохи, когда Вселенной было примерно 380 тысяч лет. В тот момент Вселенная остыла достаточно, чтобы электроны начали соединяться с ядрами атомов, и пространство стало прозрачным для света. Этот древний свет мы наблюдаем сегодня как микроволновое фоновое излучение, заполняющее всю Вселенную с температурой около 2,7 градуса выше абсолютного нуля. Спутник Планк Европейского космического агентства составил детальнейшую карту этого излучения. И из нее можно извлечь значение постоянной Хаббла. По этому методу она составляет примерно 67,4 км в секунду на мегапарсек. 73 и 67. Разница может показаться небольшой, но она существенна. И она устойчива. Она не исчезает при улучшении точности измерений. Наоборот, чем точнее становится измерение, тем очевиднее становится расхождение. Сейчас оно составляет примерно 5 стандартных отклонений, что в статистике означает: вероятность того, что это случайность, составляет менее 1 шанса на 3,5 миллиона. Это не ошибка измерений. Это что-то реальное, что-то, что мы не понимаем. Проблему назвали Хаббловским напряжением, и она вызвала бурю в космологии.
Потому что если оба метода верны, а многочисленные перепроверки не обнаружили системных ошибок ни в одном из них, то наша стандартная космологическая модель не полна. Что-то происходит во Вселенной, чего мы не учитываем. Что-то менялось между эпохой реликтового излучения и сегодняшним днем. Что-то, что ускорило расширение больше, чем предсказывает стандартная модель. Или замедлило его меньше. Или добавило какой-то новый компонент, которого мы не знаем. Гипотез много. Может быть, темная энергия не постоянна, а меняется со временем. Может быть, существует новый тип нейтрино или другой неизвестной частицы, который влияет на расширение. Может быть, наше понимание гравитации неполно, и общая теория относительности нуждается в модификации на космологических масштабах. Каждая из этих гипотез имеет серьезные последствия для нашего понимания Вселенной, и ни одна из них пока не подтверждена. Мы стоим на пороге нового понимания или нового непонимания. Мы не знаем, какая из дверей откроется, но мы знаем, что за той дверью что-то фундаментально новое. Что-то, что изменит нашу картину реальности так же глубоко, как теория относительности изменила ньютоновскую механику, как квантовая механика изменила наше представление о материи, как открытие расширения Вселенной изменило наше представление о космосе. И наука не может ответить. Пока не может. Уравнения описывают поведение расширения с поразительной точностью. Но они не объясняют его причину. Они говорят нам, что Вселенная расширяется и расширяется с ускорением. Но почему? Остается открытым вопросом. Самым большим открытым вопросом в физике 21 века. И пока мы ищем ответ, расширение продолжается. Каждую секунду. Каждое мгновение. Пространство растет, галактики удаляются, горизонт сжимается. И наблюдаемая Вселенная, кусочек реальности, который мы можем видеть, медленно, неумолимо теряет свои самые далекие обитатели. Одного за другим. Навсегда. Теперь, когда мы понимаем механизм расширения и знаем, что пространство растягивается без ограничения скорости, давай посмотрим на конкретные случаи. На реальные объекты, на реальные числа, на конкретные галактики, которые прямо сейчас удаляются от нас быстрее света, потому что в абстрактных формулах легко потеряться. Но когда ты видишь конкретный пример, конкретное имя, конкретную цифру, все становится иначе. Все становится реальным и страшным. Начнем с самого далекого объекта, когда-либо обнаруженного человечеством. В 2023 году космический телескоп Джеймса Уэбба обнаружил галактику, получившую обозначение JADES GS Z14-0. Ее красное смещение составляет примерно 14,3. Что это значит? Красное смещение – это мера того, насколько длина волны света растянулась за время путешествия к нам. Чем больше красное смещение, тем дальше объект и тем быстрее он удаляется. Красное смещение 14,3 означает, что свет от этой галактики путешествовал к нам примерно 13,5 миллиардов лет. Мы видим эту галактику такой, какой она была всего через 290 миллионов лет после Большого взрыва. Через 290 миллионов лет. Вселенной было меньше 3% от ее нынешнего возраста, и уже существовала галактика, уже были звезды, уже горел свет. Но вот что важно. Свет летел к нам 13,5 миллиардов лет. Но за это время пространство между нами и этой галактикой расширилось. Сейчас эта галактика находится не в 13,5 миллиардах световых лет от нас. Она находится примерно в 35 миллиардах световых лет. И она удаляется от нас со скоростью, многократно превышающей скорость света. Мы видим ее призрак. Свет, испущенный 13,5 миллиардов лет назад. Саму галактику мы уже никогда не догоним. Никакой сигнал, посланный нами сегодня, никогда ее не достигнет. Она за горизонтом. Навсегда. И JADES GS Z14-0 не единственный такой объект. Телескоп Уэбба обнаружил десятки галактик с красным смещением больше 10. Каждая из них – свидетель первого миллиарда лет Вселенной. Каждая из них сейчас удаляется быстрее света. И каждая из них вызвала шок у астрономов, потому что эти галактики оказались неожиданно яркими, неожиданно массивными, неожиданно зрелыми для своего возраста. Некоторые из них содержат миллиарды звезд. Некоторые уже имеют сложную структуру. Некоторые содержат элементы тяжелее водорода и гелия, что означает, что в них уже успели взорваться сверхновые, уже успели прожить и умереть целые поколения звезд. Это создало серьезную проблему для стандартной модели формирования галактик.
Модель предполагала, что первые галактики были маленькими, тусклыми, примитивными, что они медленно росли, сливаясь друг с другом на протяжении миллиардов лет. Но телескоп Уэбба показал, что это не так. Некоторые из самых ранних галактик были удивительно большими и яркими, как будто процесс формирования был намного быстрее, чем мы думали, или как будто наша модель чего-то не учитывает. И вот тут возникает интересная связь с расширением Вселенной. Потому что скорость формирования первых структур во Вселенной напрямую зависит от того, как именно расширялось пространство в первые сотни миллионов лет. Если расширение было чуть медленнее, у материи было больше времени, чтобы собраться в сгустки и сформировать звезды и галактики. Если чуть быстрее, меньше времени. И тот факт, что мы видим такие развитые галактики так рано, может означать, что наше понимание темпа расширения в ранней Вселенной нуждается в корректировке. Но давай посмотрим и на другой конец спектра. На объекты, которые ближе к нам, но все равно демонстрируют поразительные свойства расширяющейся Вселенной. Рассмотрим реликтовое излучение, то самое древнее свечение, которое заполняет всю Вселенную. Реликтовое излучение было испущено примерно через 380 тысяч лет после Большого взрыва. В тот момент температура Вселенной упала примерно до 3000 градусов по шкале Кельвина. Это температура, при которой электроны начинают связываться с протонами, образуя нейтральные атомы водорода. До этого момента Вселенная была заполнена раскаленной плазмой, непрозрачной для света. Фотоны постоянно рассеивались на свободных электронах и не могли путешествовать на большие расстояния. Но когда электроны связались с ядрами, пространство стало прозрачным, и свет, последний раз рассеявшийся на горячей плазме, начал свое путешествие через Вселенную. Это путешествие продолжается до сих пор. 13,8 миллиарда лет спустя этот свет все еще приходит к нам со всех сторон. Но за эти миллиарды лет пространство расширилось чудовищно, и длина волны этого света растянулась вместе с пространством. Свет, который был испущен при температуре 3000 градусов, видимый оранжево-красный свет, растянулся в 1000 раз. Его длина волны увеличилась в 1000 раз. И теперь это микроволновое излучение с температурой всего 2,725 градуса выше абсолютного нуля. Из раскаленного свечения горячей плазмы оно превратилось в едва уловимый шепот на границе абсолютного нуля. Это и есть расширение Вселенной, записанное в самом свете. Растяжение пространства буквально вытянуло фотоны, удлинило их волны, остудило их, превратило огонь в лед. И мы можем это измерить. Мы можем построить карту этого излучения и увидеть на ней крошечные, едва заметные неоднородности. Вариации температуры порядка 0,01 градуса. Эти неоднородности – отпечатки звуковых волн, которые проходили через горячую плазму ранней Вселенной. Да, звуковых волн. Вселенная звучала. У нее был голос. Плотные области сжимались под действием гравитации, нагревались, расширялись обратно под давлением излучения, снова сжимались, как гигантский колокол, который звенел на всю Вселенную. И эти колебания оставили свой отпечаток в реликтовом излучении. Мы можем их прочитать. Мы можем вычислить из них размер звуковых волн, скорость звука в ранней Вселенной, плотность материи и энергии. И именно из этих данных спутник Планк вычислил свое значение постоянной Хаббла, те самые 67,4 км в секунду на мегапарсек, которые не сходятся с локальными измерениями. А теперь представь себе масштаб того, что произошло с источниками этого излучения. Плазма, которая испустила реликтовое излучение, находилась на расстоянии примерно 42 миллионов световых лет от нашей точки в пространстве в тот момент, когда свет был испущен. 42 миллиона световых лет – это было расстояние тогда, 380 тысяч лет после начала. Сейчас, 13,8 миллиарда лет спустя, те же самые области пространства находятся примерно в 46 миллиардах световых лет от нас. Они удалились в 1000 раз. И они продолжают удаляться. Со скоростью, значительно превышающей скорость света. Вот что делает расширение пространства с реальными объектами. Вот конкретные цифры. Вот масштаб происходящего. И это только наблюдаемая Вселенная, только тот кусочек, который мы можем видеть. За космологическим горизонтом может быть неизмеримо больше. Может быть в миллиарды, в триллионы, может быть в бесконечное количество раз больше пространства, которое мы никогда не увидим, потому что свет оттуда никогда не доберется до нас. Потому что расширение пространства обгоняет свет. И здесь мы подходим к перелому.
к моменту, когда история расширения Вселенной перестает быть просто удивительным фактом и становится чем-то зловещим, чем-то, что имеет последствия, жестокие, неумолимые, необратимые последствия. Потому что расширение Вселенной – это не просто абстрактный процесс. Это процесс с энергией, с колоссальной энергией. И эта энергия проявляется в явлениях, которые по своей мощи превосходят все, что человеческий разум способен вообразить. Начнем с того, что расширение Вселенной непосредственно связано с одним из самых мощных явлений во Вселенной – гамма-всплесками. Гамма-всплески – это кратковременные вспышки гамма-излучения, самого энергичного вида электромагнитного излучения. За несколько секунд один гамма-всплеск выделяет больше энергии, чем Солнце выделит за всю свою жизнь. За 10 миллиардов лет. Больше энергии, чем все звезды нашей галактики выделяют за год. В одном всплеске. За считанные секунды. Мы обнаруживаем гамма-всплески на колоссальных расстояниях. Самый далекий зарегистрированный гамма-всплеск – GRB090 42-9b произошел при красном смещении примерно 9,4. Это означает, что свет от него летел к нам более 13 миллиардов лет. Вспышка произошла, когда Вселенной было меньше миллиарда лет, и мы смогли ее увидеть. Через 13 миллиардов лет, через половину наблюдаемой Вселенной. Мы увидели вспышку, которая длилась несколько секунд, но была настолько мощной, что ее свет прорвался через расширяющееся пространство и долетел до наших детекторов. Но вот что важно для нашей истории. Расширение пространства искажает свет от далеких гамма-всплесков так же, как искажает реликтовое излучение. Длина волны растягивается, энергия уменьшается. Время тоже растягивается. Вспышка, которая длилась 5 секунд в системе отсчета источника, может казаться нам длящейся 50 секунд, потому что пространство растянуло время вместе со светом. Это эффект космологического замедления времени. Далекие события кажутся нам происходящими в замедленной съемке. Не потому что они действительно замедлились, а потому что пространство растянуло сам свет, несущий нам информацию. И есть еще один эффект расширения, который связан с энергией самым прямым образом – гравитационные волны, предсказанные Эйнштейном в 1916 году и впервые обнаруженные обсерваторией Лига в 2015 году. Гравитационные волны – это рябь в самой ткани пространства-времени. Когда два черных дыры сливаются, когда две нейтронные звезды сталкиваются, когда сверхновая взрывается асимметрично, пространство-время колеблется, и эти колебания распространяются со скоростью света, как волны на поверхности воды. Первое обнаруженное событие GTV 150914 было результатом слияния двух черных дыр с массами примерно 36,29 солнечных масс. Они столкнулись, и в результате образовалась одна черная дыра массой примерно 62 солнечных массы. Подожди, 36 плюс 29 – это 65. А получилось 62. Куда делись 3 солнечных массы? Они были преобразованы в энергию, в гравитационные волны. По формуле Эйнштейна E равно mc квадрат, 3 солнечных массы – это примерно 5,4 на 10 в 47 степени джоулей энергии. Это больше, чем вся энергия, излученная всеми звездами наблюдаемой Вселенной за то же время. За те 200 миллисекунд, что длилось слияние, этот источник был самым мощным во Вселенной. Мощнее всех звезд вместе взятых. И вся эта энергия ушла на деформацию пространства-времени. И вот эти гравитационные волны тоже растягиваются при расширении Вселенной. Точно так же, как свет. Их длина волны увеличивается, их амплитуда уменьшается. Гравитационные волны от событий в далекой Вселенной приходят к нам ослабленными, растянутыми, измененными расширением пространства. И это ставит предел тому, как далеко мы можем слышать гравитационную Вселенную. Есть горизонт и для гравитационных волн, и он сжимается. С каждой секундой ускоряющегося расширения этот горизонт приближается к нам, и мы теряем возможность обнаруживать все более далекие события. Но столкновение черных дыр и нейтронных звезд – это не единственные катастрофические процессы, связанные с энергией расширяющейся Вселенной. Есть кое-что еще более фундаментальное и более пугающее. Когда расширение Вселенной ускоряется, оно создает нечто, что физики называют горизонтом событий де Ситера. Это аналог горизонта событий черной дыры, но вывернутый наизнанку. У черной дыры горизонт событий – это граница, из-за которой ничто не может выбраться наружу. У расширяющейся Вселенной горизонт де Ситера – это граница, из-за которой ничто не может проникнуть к нам.
Все, что за этой границей, удаляется от нас быстрее света и никогда не будет нами обнаружено. Свет от этих объектов никогда не достигнет нас. Гравитационные волны никогда не достигнут нас. Ничто никогда не достигнет нас. И по мере того, как расширение ускоряется, этот горизонт сжимается. Объекты, которые сегодня находятся по эту сторону горизонта, завтра окажутся по ту сторону. Они не двинутся. Они останутся на месте. Но пространство между нами и ними растянется настолько, что свет от них больше не сможет преодолеть это расстояние. Они исчезнут. Не физически. Они просто станут невидимыми, недостижимыми, несуществующими для нас. Это уже происходит. Прямо сейчас. С каждой секундой далекие галактики пересекают наш горизонт событий и исчезают из нашей потенциальной досягаемости. Мы еще видим их свет. Свет, испущенный миллиарды лет назад, когда они были ближе. Но новый свет, который они испускают сейчас, уже никогда не дойдет до нас. Мы смотрим на призраков, на эхо давно потерянных миров, и у этого процесса есть энергетическая цена. Стивен Хокинг показал, что горизонт событий черной дыры испускает тепловое излучение – излучение Хокинга. Аналогичным образом, космологический горизонт де Ситера тоже должен испускать тепловое излучение. Это называется излучением Гиббонса-Хокинга. Его температура ничтожна, порядка 10 в минус 30 степени градуса Кельвина. Это настолько мало, что обнаружить его невозможно современными средствами. Но оно существует. Теоретически. И оно означает, что расширяющаяся Вселенная – это не холодная мертвая машина. Она излучает. Она теплая. Едва-едва на самом краю измеримости, но теплая. И эта теплота – прямое следствие того, что пространство расширяется с ускорением. Есть в этом что-то глубоко тревожное. Вселенная, которая разрывает себя на части, при этом едва заметно светится, как тлеющий уголь, который одновременно разваливается на куски. Красота и разрушение, переплетенные на самом фундаментальном уровне реальности. И вот мы подходим к вопросу, который неизбежно возникает, когда ты думаешь о расширении Вселенной в терминах энергии и силы. Откуда берется энергия на расширение? Если Вселенная расширяется и при этом создает новую темную энергию, не нарушает ли это закон сохранения энергии? Ответ – да и нет. И это один из самых неудобных ответов в физике. Закон сохранения энергии в его классической форме применим к замкнутым системам в стационарном пространстве времени. Но Вселенная не стационарная система. Пространство-время меняется, расширяется. И в расширяющемся пространстве времени закон сохранения энергии в его привычной форме не работает. Это не гипотеза. Это математический факт, следующий из общей теории относительности. В расширяющейся Вселенной глобальная энергия не определена. Ее нельзя корректно подсчитать. Само понятие «общая энергия Вселенной» теряет смысл. Это вызывает головокружение. Мы привыкли к тому, что энергия сохраняется, что ничто не возникает из ничего, что нельзя получить что-то за бесплатно. И вот оказывается, что на космологических масштабах этот принцип перестает работать. Или точнее, перестает быть применимым в привычной форме. Темная энергия не берется откуда-то. Она не перетекает из одного места в другое. Она просто есть. В каждом кубическом сантиметре пространства. И когда пространство становится больше, темной энергии тоже становится больше. Не потому, что она откуда-то поступает, а потому что такова природа пространства-времени. Это один из тех моментов, когда интуиция полностью отказывает. Когда привычные категории мышления «причина» и «следствие», «источник» и «поток», «баланс» и «дебит» перестают работать. Вселенная не обязана подчиняться нашей интуиции. Она подчиняется только математике. И математика говорит, расширение пространства с ускорением – это самосогласованное решение уравнений Эйнштейна. Оно не нарушает никаких законов. Оно просто работает иначе, чем мы привыкли думать. И это иначе имеет последствия. Разрушительные, необратимые, финальные последствия. Потому что если расширение продолжит ускоряться, а все данные указывают на то, что именно так и будет, Вселенная вступит в фазу, которая превратит космос из сверкающего собора звезд и галактик в бесконечную, пустую, беспросветную тьму. И процесс уже начался. Он идет прямо сейчас. Пока ты слушаешь эти слова, далекие галактики навсегда исчезают за горизонтом. Пока ты дышишь, Вселенная становится чуть более пустой, чуть более одинокой.
чуть более темной. И это будет продолжаться. Без остановки. Без перерыва. Без конца. Мы привыкли думать о расширении Вселенной как о чем-то тихом и безобидном. Как о неспешном вздохе пространства, которое лениво растягивается в бесконечность, не причиняя никому вреда, не угрожая никому и ничему. Это представление – одна из самых опасных иллюзий, которые когда-либо создавал человеческий разум, потому что расширение Вселенной – это не мягкий, плавный, уютный процесс. Это самая разрушительная сила из всех существующих, сила, перед которой бессильна гравитация, сила, перед которой капитулирует даже ядерное взаимодействие, та самая сила, что удерживает протоны и нейтроны вместе внутри атомного ядра. И самое тревожное в ней то, что она не замедляется, не ослабевает, не устает. Она ускоряется. С каждой секундой, с каждым мгновением она становится чуть сильнее, чуть настойчивее, чуть неумолимее. И никто не знает, когда она достигнет предела. И существует ли у нее предел вообще? Когда мы говорим о космических катастрофах, воображение обычно рисует знакомые картины. Взрывы сверхновых, столкновения галактик, гамма-всплески, способные стерилизовать целые звездные системы за доли секунды. И все это реально. Все это происходит прямо сейчас, где-то в глубинах космоса. Но ни одно из этих событий, ни одна из этих катастроф даже близко не сравнится с тем, что делает темная энергия. Медленно, терпеливо, неумолимо, на протяжении миллиардов лет. Она разрывает саму ткань реальности. Она растягивает пространство-время изнутри, как невидимые руки, тянущие за края полотна, на котором нарисована вся Вселенная. И делает это с нарастающей скоростью, которая не подчиняется ни одному известному нам закону природы, в его привычном понимании. В 2003 году физик Роберт Колдуэлл из Дартмутского колледжа опубликовал работу, которая потрясла космологическое сообщество до самого основания. Он рассмотрел сценарий, в котором темная энергия не просто остается постоянной, как предполагал Эйнштейн в своей космологической постоянной, а усиливается со временем, становится плотнее, агрессивнее, мощнее. Такую форму темной энергии Колдуэлл назвал фантомной энергией. И если фантомная энергия реальна, если ее плотность действительно растет, то Вселенную ждет не медленное печальное угасание, а катастрофический чудовищный финал. Финал, которому Колдуэлл дал имя, навсегда вошедшее в историю космологии – Большой разрыв. Big Rip. Сценарий Большого разрыва звучит как сюжет фильма ужасов, написанного не сценаристом, а самой физикой, написанного уравнениями, константами и математическими моделями, которые не умеют врать. Представь себе хронологию конца всего сущего. Расписание апокалипсиса, составленное не пророком, а дифференциальными уравнениями общей теории относительности. Примерно за 60 миллионов лет до конца расширения пространства становится настолько мощным, что гравитация больше не способна удерживать галактики в скоплениях. Скопления галактик – эти величайшие гравитационно связанные структуры во Вселенной, содержащие тысячи галактик, триллионы звезд, квадриллионы планет, объединенные в единые системы силы и взаимного притяжения, разрываются на части. Они не рассыпаются медленно. Они не расходятся постепенно. Они раздираются. Галактики, которые миллиарды лет существовали бок о бок, связанные невидимыми гравитационными нитями, разлетаются в разные стороны с нарастающей скоростью. Между ними раскрывается бездна расширяющегося пространства. Бездна, которую уже невозможно преодолеть, невозможно пересечь, невозможно даже осветить лучом света. За 3 месяца до конца расширение проникает внутрь самих галактик. 3 месяца. Не миллиарды лет, не миллионы. 3 месяца. Звезды, которые миллиарды лет вращались вокруг галактических центров по устойчивым предсказуемым орбитам, теряют свои траектории. Гравитационное поле галактики уже не может удерживать их. Млечный Путь, если бы он к тому моменту еще существовал в знакомом нам виде, распался бы на сотни миллиардов отдельных звезд, разбросанных в стремительно расширяющемся пространстве, как искры от костра, которые задули все ветры Вселенной одновременно. Каждая звезда оказалась бы в абсолютном, непреодолимом одиночестве. Без соседей, без спутников, без галактики. Просто точка света в бескрайней, рвущейся тьме. За 30 минут до конца расширения преодолевает гравитацию отдельных звезд. 30 минут, полчаса, половина обеденного перерыва. За это время солнечные системы разрушаются, планеты срываются с орбит, как бусины с порванной нити. Земля, если бы она еще существовала, улетела бы прочь от своей звезды в холодную разрывающуюся пустоту. Луна оторвалась бы от Земли, спутники Юпитера рассеялись бы в пространстве, кольца Сатурна разлетелись бы на миллиарды отдельных частиц.
уносимых в разные стороны. Каждая планета, каждый астероид, каждая песчинка космической пыли осталась бы наедине с расширением, которое невозможно остановить. За долю секунды до конца, за мгновение, которое невозможно измерить обычными часами, расширение становится сильнее электромагнитного и сильного ядерного взаимодействия. Атомы разрываются на субатомные частицы. Электронные облака срываются с ядер, протоны и нейтроны распадаются на кварки. Кварки отрываются друг от друга, что в нормальных условиях требует бесконечной энергии из-за свойства конфайнмента сильного взаимодействия. Но фантомная энергия предоставляет эту бесконечную энергию. Сама материя перестает существовать как нечто организованное, как нечто имеющее форму и структуру. Пространство разрывает все, от галактических суперскоплений до кварков. А затем конец. Бесконечное расширение бесконечно малых фрагментов в бесконечно пустом пространстве. Финальная нота симфонии, написанной на языке уравнений. И это не научная фантастика. Это математически обоснованный сценарий, который зависит от одного единственного параметра – уравнения состояния темной энергии, обозначаемого в физике буквой W. Этот параметр определяет отношение давления темной энергии к ее плотности. Если в равно -1, темная энергия ведет себя ровно как космологическая постоянная Эйнштейна, и Вселенная расширяется с постоянным ускорением. Неприятно, но управляемо. Если в больше минус единицы, например, минус 0,9, темная энергия со временем ослабевает, и расширение может даже замедлиться. Но если W в меньше минус единицы, даже не намного, скажем, минус 1,1, тогда включается фантомная энергия, и большой разрыв становится неизбежным. Современные наблюдения дают значение W очень близкое к минус единице. Данные космического телескопа Планк, опубликованные в 2018 году, указывают на значение примерно минус 1,03 с погрешностью около 0,03. Это означает, что текущие данные совместимы как с космологической постоянной, так и с фантомной энергией. Мы буквально стоим на лезвии бритвы. Мы буквально не знаем, ждет ли Вселенную тихое, медленное угасание или чудовищный всепоглощающий разрыв. Ответ скрыт в третьем знаке после запятой одного единственного числа, которое мы пока не можем измерить с достаточной точностью. Но даже если большой разрыв не состоится, даже если W окажется ровно минус единицей, и фантомная энергия останется математической игрушкой. Расширение Вселенной уже совершает нечто не менее пугающее. Оно стирает Вселенную с небосвода. Оно удаляет объекты из нашего поля зрения навсегда, бесповоротно, необратимо. Прямо сейчас, пока ты слушаешь эти слова в тишине и темноте, далекие галактики пересекают так называемый космический горизонт событий и исчезают из наблюдаемой Вселенной навсегда. Это не метафора, это не поэтический образ, это физический процесс, происходящий в реальном времени. Космический горизонт событий – это граница, за которой расширение пространства превышает скорость света. Любой фотон, испущенный объектом за этой границей сегодня, никогда не достигнет нас. Никогда. Ни через миллиард лет, ни через триллион, ни через 10 в 100 степени лет. Этот фотон будет лететь к нам со скоростью света, но пространство между ним и нами будет расширяться быстрее. Фотон будет бежать, а финишная лента будет удаляться. Вечно. Без надежды. И вот что важно понять, этот горизонт функционально сужается. С каждой секундой все больше объектов пересекают эту невидимую черту и оказываются за пределами нашей досягаемости навсегда. По оценкам астрофизиков, из примерно 2 триллионов галактик, существующих в наблюдаемой Вселенной сегодня, подавляющее большинство уже физически недоступно для нас. Мы видим их свет, который был испущен миллиарды лет назад, когда Вселенная была моложе и меньше. Но сами эти галактики уже унесены расширением далеко за горизонт. Мы видим призраков. Отпечатки на пленке пространства-времени, оставленные объектами, которых для нас больше не существует. Мы смотрим на небо и видим прошлое. А настоящее уже за пределами нашего понимания. Через примерно 100 миллиардов лет, а в космических масштабах это не так уж и много, это всего лишь в 7 раз больше нынешнего возраста Вселенной. Наблюдаемая Вселенная сожмется до размеров одной единственной гравитационно связанной структуры. К тому времени Млечный Путь и галактика Андромеды уже столкнутся и сольются в одну гигантскую эллиптическую галактику, которую астрономы уже сейчас назвали Млекомедой. Все остальные галактики, каждая из 2 триллионов, исчезнут за горизонтом.
Ночное небо обеднеет невообразимо. Не будет ни далеких скоплений, ни квазаров, ни космической паутины из миллиардов галактик, протянувшейся на миллиарды световых лет. Только одна галактика. Наша. Окруженная бескрайней, непроницаемой, абсолютной тьмой. И вот парадокс. Столкновение Млечного Пути с Андромедой, которое произойдет через 4,5 миллиарда лет, является одновременно актом гравитационного сопротивления, расширению и подготовкой к окончательному одиночеству. Андромеда приближается к нам со скоростью около 110 км в секунду, преодолевая расширение пространства между нашими галактиками силой взаимного притяжения. Когда они столкнутся, звезды не будут сталкиваться друг с другом. Расстояние между звездами внутри галактик настолько огромно, что два звездных населения просто пройдут друг сквозь друга, как два роя светлячков в ночном поле. Но гравитационные приливные силы деформируют обе галактики. Вытянут из них длинные хвосты из звезд и газа, вызовут мощнейшие волны звездообразования. Газовые облака столкнутся и сожмутся, рождая миллионы новых звезд. Это будет одновременно акт разрушения и акт творения. Последний великий космический фейерверк в нашем локальном уголке Вселенной. Но это исключение из правила. Общее правило расширяющейся Вселенной. Разделение, рассеяние, изоляция, одиночество. Расширение побеждает гравитацию на всех масштабах, кроме самых малых. И с течением времени даже эти маленькие оазисы гравитационной связности начнут рассыпаться. Не из-за большого разрыва, а просто из-за того, что звезды погаснут, материя остынет, и удерживать будет нечего и некому. Одно из самых впечатляющих мест во Вселенной, где мы уже сегодня можем наблюдать последствия расширения в гигантском масштабе, это Войд Волопаса. Гигантская, почти идеально сферическая область пространства диаметром около 330 миллионов световых лет, в которой почти нет галактик. Для масштаба вся наблюдаемая Вселенная имеет диаметр около 93 миллиардов световых лет, и она заполнена галактиками, скоплениями, суперскоплениями, нитями космической паутины. А Войд Волопас – это пузырь пустоты внутри этого великолепия. Когда его обнаружили в 1981 году, астроном Роберт Кирснер описал его фразой, которая стала знаменитой: «Ничто, которое не может не впечатлить». Внутри этого колоссального объема были найдены лишь около 60 галактик, в области, где их должно быть примерно 2000, исходя из средней плотности Вселенной. Это как обнаружить заброшенный город-призрак на месте, где должен стоять мегаполис с небоскребами. Причины формирования войдов уходят корнями в самые ранние мгновения после Большого взрыва, в изначальное распределение плотности материи. Но расширение пространства усиливает войды, заставляя их расти, раздуваться, пожирать окружающее пространство. Области, где плотность материи чуть ниже средней, расширяются быстрее, потому что гравитация в них слабее и не может эффективно противостоять темной энергии. Войды растут. Они расширяются. И в далеком будущем вся Вселенная рискует стать одним гигантским войдом. Пространством кристостасом, в котором ничего нет. Пространством ради пространства. Расширением ради расширения. Есть еще одно проявление скрытой жестокости расширения, о котором стоит сказать. Оно связано с тем, что расширение делает с излучением. Каждый фотон, путешествующий через расширяющееся пространство, теряет энергию. Его длина волны растягивается вместе с пространством. Явление, которое мы уже обсуждали ранее как космологическое красное смещение. Но задумайся о его практических последствиях. Гамма-всплеск, самое мощное электромагнитное событие во Вселенной, высвобождает столько энергии за несколько секунд, сколько Солнце излучит за все время своего существования. Около 10 в 47 степени джоулей. Излучение настолько чудовищное, что может уничтожить озоновый слой планеты, находящийся на расстоянии тысяч световых лет. Но если гамма-всплеск происходит достаточно далеко, расширение пространства растягивает его фотоны настолько, что смертоносное гамма-излучение превращается в безобидное инфракрасное или даже радиоизлучение. Вселенная, с одной стороны, защищает нас от далеких катастроф, растягивая их свет до безвредных длин волн, но с другой стороны, она крадет у нас информацию. 21 января 2019 года космические телескопы зафиксировали гамма-всплеск GRB190 114C в галактике на расстоянии 4,5 миллиардов световых лет от нас. Энергия этого события была настолько невероятной, что были зарегистрированы фотоны с энергией около 1 тераэлектрон-вольта, в триллион раз энергичнее фотонов видимого света.
Этот всплеск длился несколько десятков секунд, но за это время он выбросил больше энергии, чем Солнце излучит за 10 миллиардов лет. И мы увидели его только потому, что расширение пока не успело растянуть его излучение до неузнаваемости. Окажись он в 2 раза дальше, и мы бы, возможно, вообще его не заметили. Расширение не просто разрушает, оно прячет следы разрушения. 14 сентября 2015 года детектор Лига впервые в истории зафиксировал гравитационные волны, рябь самого пространства-времени, порожденную слиянием 2 черных дыр на расстоянии примерно 1 миллиарда 300 миллионов световых лет. Это событие высвободило энергию, эквивалентную 3 солнечным массам, преобразованным в чистую гравитационную волну за долю секунды. 3 солнечные массы, не энергию 3 звезд, а массу 3 звезд, полностью преобразованную в энергию по формуле Е равно mc квадрат. Масса просто исчезла, превратившись в дрожь пространства. Но даже гравитационные волны подвержены космологическому растяжению. Волна, прошедшая через миллиарды световых лет расширяющегося пространства, приходит к нам растянутой, ослабленной, едва уловимой. Лига зафиксировал изменение длины своих 4-километровых плеч на величину в 1000 раз меньшую диаметра протона. И это от события, высвободившего энергию 3 солнц. Сколько таких сигналов мы теряем, сколько космических катастроф, слияний, столкновений, взрывов остаются для нас невидимыми и неслышимыми, потому что расширение превращает их сигналы в шум, неразличимый на фоне квантовых флуктуаций наших детекторов. Но допустим, просто допустим, что большой разрыв не произойдет, что темная энергия ведет себя как порядочная космологическая постоянная и не усиливается. Что ждет Вселенную тогда? Ответ не менее мрачен. Физики называют его тепловой смертью. Не смертью от жара, смертью от равновесия. Смертью от того, что все процессы останавливаются, все градиенты исчезают. Все приходит в состояние максимальной энтропии. Через примерно 100 триллионов лет, через 10 в 14 степени лет, погаснет последняя звезда во Вселенной. Это будет крошечный красный карлик, тускло тлеющий в бескрайней тьме, экономно расходующий последние крохи водородного топлива. Красные карлики – самые скупые звезды. Они горят так тускло и так медленно, что могут существовать триллионы лет. Но даже их терпение, конечно. И когда последний красный карлик мигнет последний раз и погаснет, Вселенная вступит в эру вырождения. Мир белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр. Остывающие угли когда-то живых звезд. Белые карлики – горячие ядра мертвых солнц. Будут медленно, невыносимо медленно излучать свое остаточное тепло в расширяющуюся пустоту. Через 10 в 15 степени лет они охладятся настолько, что перестанут излучать видимый свет и станут черными карликами. Ледяными, темными кристаллами из углерода и кислорода, дрейфующими в бесконечной ночи. Невидимыми. Немыми. Забытыми. Если протоны нестабильны, а большинство теорий Великого Объединения предсказывают это с периодом полураспада около 10 в 36 степени лет, то через невообразимое время вся обычная материя распадется. Черные карлики, нейтронные звезды, все, что когда-то было веществом, испарится, превратившись в поток позитронов, электронов, нейтрино и фотонов. Материя в привычном смысле перестанет существовать, останутся только черные дыры. Но Стивен Хокинг показал в 1974 году, что и они не вечны. Черные дыры медленно испаряются, испуская излучение Хокинга – квантовый процесс, в котором виртуальные частицы у горизонта событий становятся реальными, унося с собой крохотную долю массы черной дыры. Сверхмассивная черная дыра с массой в 10 миллиардов солнечных масс будет испаряться около 10 в 100 степени лет. Это число невозможно осмыслить. Единица с сотней нулей. Но оно, конечно. И когда последняя черная дыра испарится в последней вспышке излучения Хокинга, Вселенная вступит в окончательную необратимую фазу – темную эру. Темная эра – это Вселенная без звезд, без планет, без атомов, без структуры. Только разлетающиеся фотоны и элементарные частицы, разделенные расстояниями, которые растут с ускорением. Температура пространства можно асимптотически стремиться к абсолютному нулю, но никогда его не достигает. Ничего не происходит, ничего не может произойти. Нет градиентов температуры, нет различий в плотности, нет сил, способных совершить работу. Энтропия достигла максимума. Это и есть тепловая смерть, не взрыв, не катастрофа, не драма, просто конец всех процессов. Тишина, которая длится вечность.
покой, которого никто не просил. И вот что по-настоящему не дает покоя физикам и философам. Мы не знаем, какой из этих двух сценариев реален. Большой разрыв, мгновенный, яростный, абсолютный. Или тепловая смерть, медленная, тихая, бесконечная. Оба зависят от природы темной энергии, которую мы до сих пор не понимаем. Мы видим ее эффекты, мы измеряем ее влияние на расширение, мы включаем ее в наши модели и уравнения, но мы не знаем, что она такое. Мы не знаем, из чего она состоит. Мы не знаем, может ли она внезапно изменить свои свойства, как фазовый переход воды из жидкости в лед, и превратить спокойное ускоренное расширение в катастрофический разрыв. Или наоборот, замедлиться, ослабнуть, исчезнуть, позволив гравитации снова взять верх и стянуть Вселенную обратно в точку. Это и есть настоящая жестокость расширяющейся Вселенной. Она не просто разрушает, она оставляет нас в неведении о способе разрушения. Она прячет свои намерения за горизонтом событий, за погрешностью измерений, за третьим знаком после запятой числа, которое мы пока не можем вычислить. И чем дальше мы заглядываем в будущее, тем яснее понимаем. Мы видим лишь крошечную часть того, что происходит, и еще меньшую часть того, что произойдет. Остальное навсегда за горизонтом, навсегда в тишине, навсегда в тайне, которую Вселенная, возможно, не расскажет никому. Все, о чем мы говорили – расширение быстрее света, темная энергия, исчезающие горизонты, большой разрыв, тепловая смерть, испаряющиеся черные дыры. Все это можно воспринимать как набор астрофизических фактов. Холодных, объективных, безразличных к нашему существованию. Но если сделать один шаг назад и посмотреть на всю эту картину целиком, если попытаться понять, что все это означает не для Вселенной, а для нас, для существ, которые ненадолго возникли на поверхности маленькой каменной планеты у ничем не примечательной звезды на окраине ничем не выдающейся галактики, то начинается нечто совсем иное. Не физика, не космология, а нечто гораздо более личное и глубокое. Начнем с поразительного осознания. Мы живем в уникальный момент космической истории. Не просто в уникальную эпоху, а в единственное временное окно, когда разумное существо вообще может узнать правду о Вселенной. Это звучит как преувеличение, но это математический факт. Физик Лоуренс Краус и астрофизик Роберт Шерер опубликовали в 2007 году работу, которая должна была потрясти каждого мыслящего человека на планете, но почему-то прошла почти незамеченной за пределами научного сообщества. Они показали, что в далеком будущем, через те самые 100 миллиардов лет, когда все галактики за пределами местной группы исчезнут за горизонтом, любая цивилизация, которая появится в Млекомеде, не сможет узнать о Большом взрыве, не сможет открыть расширение Вселенной, не сможет обнаружить темную энергию. Не потому что эта цивилизация будет глупее нас, а потому что все доказательства будут стерты. Подумай об этом. Как мы узнали о расширении? Эдвин Хаббл наблюдал далекие галактики и заметил, что их свет смещен в красную сторону спектра. Чем дальше галактика, тем сильнее смещение. Отсюда закон Хаббла, отсюда расширение. Но если далеких галактик больше нет в наблюдаемой Вселенной, если они все скрылись за горизонтом, то наблюдать красное смещение ни у чего. Доказательство номер 1 – уничтожено. Как мы узнали о Большом взрыве? Главное подтверждение космипняк – космическое микроволновое фоновое излучение, реликтовое свечение первичной плазмы, заполнявшей Вселенную через 380 тысяч лет после ее рождения. Но расширение растягивает длину волны этого излучения. Сейчас оно находится в микроволновом диапазоне, температура около 2,7 Кельвина. Через 100 миллиардов лет расширение растянет его до длин волн, превышающих размеры наблюдаемой Вселенной. Оно станет физически ненаблюдаемым. Ни один детектор, каким бы чувствительным он ни был, не сможет его зарегистрировать. Доказательство номер 2. Уничтожено. Как мы узнали о первичном нуклеосинтезе, процессе, в ходе которого в первые минуты после Большого взрыва сформировались легкие элементы – водород, гелий, литий. Мы сравнили наблюдаемые пропорции этих элементов с теоретическими предсказаниями и обнаружили блестящее совпадение. Но к тому времени, через 100 миллиардов лет, все звезды переработают первичный водород. Исходные пропорции будут навсегда искажены. Восстановить их будет невозможно. Доказательство номер 3 – уничтожено. Будущая цивилизация, рожденная в Млекомеде, будет смотреть на небо и видеть одну единственную галактику, окруженную пустотой.
Они будут жить в островной вселенной? Именно так астрономы XIX века представляли себе нашу галактику, считая ее всем, что существует. И у будущих ученых не будет никаких оснований думать иначе. Они придут к выводу, что Вселенная статична, вечна и состоит из одной галактики. Они будут ошибаться. Но у них не будет способа узнать об этом. Это не просто любопытный мысленный эксперимент. Это поднимает фундаментальный вопрос, от которого становится не по себе. Откуда мы знаем, что мы сами не находимся в аналогичной ситуации? Откуда мы знаем, что расширение уже не стерло какие-то важнейшие доказательства, которые были доступны наблюдателям миллиарды лет назад, но уже недоступны нам? Может быть, Вселенная хранит секреты, которые мы уже физически не можем раскрыть. Не из-за ограниченности наших технологий, а из-за того, что информация буквально унесена за горизонт. Мы думаем, что видим почти все. Но, возможно, мы видим лишь обрывок картины, и самое важное уже потеряно навсегда. Мы смотрим на пазл и не знаем, сколько деталей в нем не хватает. И вот эта мысль приводит нас к еще более глубокому вопросу, к парадоксу Ферми в контексте расширяющейся Вселенной. Если Вселенная велика и стара, если в ней существуют сотни миллиардов галактик с триллионами планет, то где все разумные цивилизации? Почему мы не видим их следов, не слышим их сигналов, не находим их артефактов? Энрико Ферми задал этот вопрос в 1950 году, и с тех пор на него не нашлось убедительного ответа. Но расширение Вселенной добавляет к этому парадоксу новый, почти невыносимый слой. Представь, что во Вселенной существуют тысячи, миллионы развитых цивилизаций. Представь, что они строят межзвездные передатчики, отправляют зонды, пытаются установить контакт. Но расширение пространства делает межгалактическую связь невозможной. Сигнал, отправленный из далекой галактики, растягивается расширением, теряет энергию, тонет в шуме. Зонд, запущенный к соседнему скоплению, никогда не долетит, потому что расстояние растет быстрее, чем зонд может его преодолеть. Цивилизации существуют, они, возможно, даже ищут нас, как мы ищем их. Но расширение создает между нами стену из самого пространства, растущую с каждой секундой, непреодолимую ни для света, ни для материи, ни для какого-либо известного физического воздействия. Вселенная – это не пустая комната, в которой можно перекрикиваться из угла в угол. Это зал, стены которого разъезжаются быстрее звука. Ты можешь кричать сколько угодно. Тебя не услышат. Не потому что никого нет, а потому что пространство между тобой и слушателем растет быстрее, чем звук или свет может его пересечь. И это уже происходит. Прямо сейчас. Если где-то в далекой галактике, на расстоянии 15 миллиардов световых лет, цивилизация направила в нашу сторону мощнейший лазерный луч, несущий сообщения, послания мира, знания, дружбы, этот луч никогда не достигнет Земли. Пространство между нами расширяется слишком быстро. Сообщение отправлено. Но получатель навсегда за горизонтом. Это не трагедия расстояния. Это трагедия расширения. Астрофизик Дэн Хупер из Фермилаба написал в 2018 году провокационную статью, в которой предположил, что достаточно развитая цивилизация, осознавшая ускоренное расширение Вселенной, попыталась бы собрать как можно больше звезд из окружающего пространства, притянув их к себе, прежде чем расширение унесет их навсегда. Он назвал это космическим запасанием. Стратегией выживания цивилизации, осознавшей, что ресурсы Вселенной утекают сквозь пальцы, унесенные расширением. Это не фантастика, это логическое следствие известных нам физических законов. И если такие цивилизации существуют, мы, возможно, должны искать не их радиосигналы, а аномалии в движении звезд. Звезды, необъяснимо смещающиеся к одной точке, словно кто-то тянет их к себе, торопясь успеть до того, как расширение заберет все. Но вернемся к нам, к людям, к существам, которые появились на этой планете мгновение назад по космическим меркам и которые, вероятно, исчезнут через еще одно мгновение. Что означает все это для нас? Первое, и, возможно, самое важное – осознание нашей привилегированности. Мы живем в космическую эпоху, которую можно назвать золотым веком наблюдательной космологии. Мы можем видеть миллиарды галактик. Мы можем измерять реликтовое излучение. Мы можем отслеживать расширение Вселенной, изучать его историю, строить модели будущего. Через 100 миллиардов лет ничего этого не будет возможно. Мы среди первых поколений разумных существ в истории космоса, которые имеют доступ к полной картине. Или, по крайней мере, к самой полной картине, которая когда-либо будет доступна кому-либо. Это странная привилегия. Она не дает нам силы, не дает бессмертия, не спасает от катастроф.
но она дает нам нечто, что, возможно, дороже всего этого – знание, понимание. Возможность посмотреть на Вселенную и увидеть ее такой, какая она есть, а не такой, какой она притворяется. И это подводит к антропному парадоксу, который не дает покоя философам. Почему мы появились именно сейчас? Почему сознание возникло в ту крошечную щель космического времени, когда Вселенная достаточно стара, чтобы в ней успели сформироваться тяжелые элементы и планеты, но достаточно молода, чтобы звезды еще горели и галактики еще были видны? Случайность? Или необходимость? Может быть, сознание может возникнуть только в такую эпоху. Эпоху, когда есть энергия для сложных процессов и информация для развития разума. Может быть, мы не случайные наблюдатели, а неизбежный продукт определенной фазы космической эволюции, как цветок, который распускается только при определенной температуре и освещенности. Но цветок не знает, что он цветок. Он не знает, что его время ограничено. Он не осознает, что лепестки опадут, что лето закончится, что зима придет. А мы знаем. В этом наша уникальность. И в этом наша трагедия. Мы – единственный известный нам феномен во Вселенной, который способен осознать масштаб своей собственной незначительности. Мы можем вычислить, что Вселенная содержит 2 триллиона галактик, и понять, что наша – лишь одна из них. Мы можем узнать, что через 100 триллионов лет погаснет последняя звезда, и осознать, что вся человеческая цивилизация, от первого огня до последнего компьютера, уместится в крошечную незаметную точку на временной шкале космоса. Точку настолько малую, что если бы вся история Вселенной была записана в книге в 1000 страниц, наша история не заняла бы и одной буквы. Но именно в этой незначительности скрывается нечто невероятное. Вселенная существует 13,8 миллиарда лет. За все это время, за все эти эпохи расширения, остывания, формирования звезд и галактик, взрывов сверхновых, рождения планет, Вселенная была бессознательной. Она была грандиозной, но слепой, великолепной, но немой. Она расширялась, но не знала, что расширяется. Она рождала звезды, но не знала, что они красивы. Она создавала галактики, но не знала, что они величественны. И вот на одной маленькой планете, в одном тихом уголке одной обычной галактики, материя каким-то образом организовалась в структуру, способную задать вопрос: почему? Мы – способ, которым Вселенная познает саму себя. Это не поэзия. Это, возможно, буквальная истина. Каждый атом в нашем теле был создан в недрах умершей звезды. Углерод в наших клетках, кислород в наших легких, железо в нашей крови – все это звездная пыль, переработанная гравитацией, термоядерными реакциями и миллиардами лет эволюции. Мы – буквально Вселенная, которая смотрит на себя, думает о себе, задает себе вопросы. Звездная пыль, которая научилась удивляться звездам. И теперь соедини все нити, которые мы плели на протяжении этого путешествия. Вселенная расширяется. Расширяется быстрее света. Это расширение ускоряется силой, которую мы не понимаем. Эта сила составляет почти 70% всей энергии Вселенной. Но мы не знаем, что она такое. Она может быть постоянной. И тогда нас ждет тихая тепловая смерть через невообразимо долгое время. Она может усиливаться, и тогда нас ждет большой разрыв. Мы не знаем. Мы не можем знать. Пока. Расширение уже стирает информацию. Галактики уходят за горизонт, свет растягивается до неузнаваемости, гравитационные волны теряются в шуме, доказательства Большого взрыва тускнеют с каждым мгновением. Через 100 миллиардов лет будущие цивилизации будут жить в одинокой галактике, окруженной тьмой, и не будут знать, что когда-то небо было полно света. Мы – последние свидетели. Или одни из последних. Расширение создает стены между цивилизациями. Если в других галактиках есть разумная жизнь, а статистика подсказывает, что она должна быть, мы, возможно, никогда не узнаем о ней. Не потому что не ищем, не потому что ее нет, а потому что пространство между нами и ими растет быстрее, чем любой сигнал может его пересечь. Мы заперты на своем острове. Остров красив, но он сжимается с каждым тысячелетием. Расширение определяет судьбу всего, от суперскоплений галактик до отдельных атомов. Оно задает ритм космической истории. Оно решает, что мы можем увидеть и чего не увидим никогда. Оно отмеряет срок жизни звезд, галактик и самой материи. Оно дирижер оркестра, в котором каждый инструмент рано или поздно замолкает, и единственное, что остается, это тишина расширяющегося пустого зала. И вот мы здесь. Крошечные существа на крошечной планете, летящие вокруг крошечной звезды.
в одном из рукавов одной из 2 триллионов галактик, в расширяющейся Вселенной, чей возраст 13,8 миллиарда лет, а будущее непостижимо и неопределенно. Мы знаем достаточно, чтобы задавать правильные вопросы, но слишком мало, чтобы получить ответы. Мы стоим на берегу океана неизвестности, и океан расширяется. Но мы стоим. И смотрим. И думаем. И это, возможно, и есть самое удивительное из всего, что произошло во Вселенной за все ее миллиарды лет. Не расширение, не темная энергия, небольшой взрыв, а то, что кто-то здесь и сейчас может лежать в темноте, закрыть глаза и представить себе все это. Все эти миллиарды световых лет, все эти триллионы звезд, все эти невообразимые масштабы и непостижимые силы. И на мгновение, пусть короткое, пусть хрупкое, пусть обреченное на забвение, ощутить связь со всем этим. Понять, что мы – часть этого. Не зрители, не наблюдатели, а часть. Водород, который родился в первые 3 минуты после Большого взрыва, горит в наших звездах. Углерод, который появился в термоядерных печах красных гигантов, строит наши тела. Железо, которое было выковано в последние секунды жизни сверхновых, течет в наших венах. Мы сотканы из истории Вселенной. Каждый атом в нас – это летопись. Каждая молекула – это глава книги, которую Вселенная писала 13 миллиардов лет. И когда ты закрываешь глаза и засыпаешь, когда мысли замедляются и мир затихает, эти атомы не перестают быть тем, чем они были всегда – фрагментами Вселенной, временно собранными в форму, способную задаться вопросом о своем происхождении. Завтра ты проснешься, и Вселенная будет чуть больше, чем сегодня. Галактики будут чуть дальше, свет будет чуть краснее, горизонт чуть теснее. И это нормально, это дыхание космоса. А не вдох, который начался 13,8 миллиарда лет назад и который, возможно, никогда не закончится выдохом. Никто не знает, почему Вселенная расширяется, никто не знает, что такое темная энергия, никто не знает, одни ли мы или одни из миллиардов. Никто не знает, что будет через 100 триллионов лет – тишина или разрыв. Но мы знаем, что прямо сейчас, в этот момент, кто-то слушает эти слова. Кто-то думает о Вселенной, кто-то чувствует связь с бесконечностью, и пока это происходит, пока есть хотя бы одно сознание, способное удивляться масштабу того, что его окружает, Вселенная не просто расширяется, она осознает себя. А это, возможно, удивительнее, чем любое расширение, удивительнее, чем темная энергия, удивительнее, чем скорость света, потому что из всех вещей, которые могли произойти в бескрайнем, расширяющемся, холодном, безразличном космосе, произошло сознание. Произошло удивление. Произошла способность закрыть глаза и представить себе 2 триллиона галактик. Спокойной ночи. Вселенная подождет до утра. Она никуда не денется, она просто станет чуть больше. Как и всегда.